Всем привет, с вами Виктория Аню. В этом видео речь пойдет о стемпинге гелевыми материалами. В видео буду использовать разные по своим характеристикам и свойствам гелей. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Для работы мне понадобится пластина для стемпинга, штамп для стемпинга. Мне больше нравится работать именно прозрачными силиконовыми подушками. Также, конечно, нам понадобится скребок. Возьмите тот, который вам удобно держать в руках. Ну и бумажная салфетка. Салфетка будет поддерживать чистоту вашего рабочего пространства. Также будет не лишним иметь под рукой небольшой УФ-фонарик. Не во всех случаях он необходим, но в некоторых моментах его наличие заметно упрощает процесс. На самом деле в стемпинге можно использовать различные гелевые материалы, но я, конечно же, рекомендую использовать специальные гель-краски для стемпинга. Как правило, в их составе высокое содержание пигмента, и если это действительно хорошие гель-краски для стемпинга, то у них еще и правильная консистенция. Перед использованием немного размешайте краску, убедитесь, что пигмент не осел и краска не расслоилась. Гель-краски для стемпинга точно так же, как и лаки для стемпинга, которые сохнут на воздухе, со временем могут загустеть. На мой взгляд, именно густая консистенция зачастую не дает возможности четко отпечатать стемпинг-рисунок. Если ваша гель-краска загустела, воспользуйтесь специальными разбавителями для гелевых материалов. Но тут точно так же, как и с обычными лаками для стемпинга, не нужно перебарщивать, то есть буквально 2-3 капли будет достаточно для того, чтобы ваша гель-краска стала более жидкой по консистенции. Но имейте в виду, что она не должна быть прям совсем жидкой. Это тоже не способствует тому, чтобы стемпинг-рисунок отпечатался четко. Дальше я хочу заострить ваше внимание на работе скребком. Как мы с вами знаем, работать скребком можно под разными углами по отношению к пластине для стемпинга. Единственное требование к скребку, чтобы края были без зазубрин. И тут мы работаем немного с давлением на скребок, таким образом, чтобы край скребка плотно прилегал к пластине для стемпинга. Для распределения гель-краски по пластине угол наклона скребка может быть 45 градусов и меньше, но для того, чтобы рисунок отпечатался четко, скребок мы должны поставить практически 80 градусов, или 75. Для выкладки и распределения гелевых материалов удобно использовать силиконовую кисть. Она замечательно справляется с этой задачей, к тому же ее очень легко и быстро очистить. Небольшое количество гель-краски распределяю по всему рисунку, который хочу отпечатать. В данном случае можно минимализировать расход материала. Самое главное, чтобы гель-краска заполнила всю гравировку того рисунка, который вам нужен. Кисточкой тут можно возюкать сколько угодно, так как это гелевый материал, мы никуда не торопимся. Скребок устанавливаем примерно где-то 80-75 градусов по отношению к пластине и одним движением убираем лишнее. Несмотря на то, что на пластине для стемпинга после скребка остались разводы, наш штамп отпечатается та краска для стемпинга, которая у нас была в гравировке пластины. Такой четкий результат обеспечивает именно правильная консистенция гель-красок для стемпинга. К тому же эта правильная консистенция не скатывается даже на прозрачном силиконовом штампе. Тут я решила показать вам чуть ближе эти самые разводы, которые остались на пластине, но, как вы сами видели, они абсолютно никак не помешали нам для четкого отпечатка. Следующим этапом, прежде чем отпечатывать рисунок на типс либо ноготок, немного зафиксируйте его УФ-фонариком. Этот этап обеспечит четкий перенос рисунка без смазывания. К тому же соседние эти ненужные рисунки, которые нам не нужны, они также немного заполимеризовались, и их можно удалить при помощи скотча, или как я в данном случае использую такую силиконовую палочку. И теперь можно отпечатывать рисунок со штампа на типс, либо ноготок. При этом ни ноготок, ни типс как-то специально подготавливать не нужно. Никакого липкого слоя нам тут тоже не нужно, так как гель-краска до конца все равно еще не заполимеризована. Мы просто ее прихватывали. И сама по себе она так и осталась с такой небольшой липкостью, что позволяет нам четко отпечатывать рисунки.
Следующим этапом нам нужно уже окончательно заполимеризовать гелевый материал. Для этого можно использовать специальные маникюрные лампы. Тут я использую вот этот вот свой мощный фонарик, потому что тут тонкий слой гель-краски, поэтому в принципе фонарик вполне справляется со своей задачей. Одним из основных плюсов при работе с гель-красками для стемпинга является то, что один раз мы нанесли краску для стемпинга на пластину, но один и тот же рисунок мы можем отпечатать 2, а то и 3 раза. Тут я отпечатала вторую бабочку и сейчас отпечатаю еще и третью. То есть мы только один раз нанесли гель-краску для стемпинга на пластину, один раз скребком удалили лишнее и трижды отпечатали одну и ту же бабочку. Единственный момент – каждый последующий рисунок будет слабее по пигментации. Получается, что нам не нужно очищать каждый раз пластину после каждого отпечатка. Тем не менее, после работы обязательно очистите пластину при помощи ацетоносодержащей жидкости. Не оставляйте гель на пластине, так как он заполимеризуется и потом уже удалить его будет сложно. Сейчас, возможно, кто-то спросит, а как же с полыми элементами? С полыми элементами ситуация точно такая же. Распределили гель-краску по рисунку, скребком, прям вот с нажимом, удалили лишнее и отпечатали рисунок с пластины на штамп. При работе с обычными лаками для стемпинга, которые сохнут на воздухе, движения скребком у нас легкие и скользящие. Тут у нас движение скребком немного с нажимом, но имейте в виду, чем жестче скребок, тем меньше давления. Дальше делаем все точно так же. На штампе немного зафиксировали рисунок, отпечатали на типс, и теперь можно уже полностью заполимеризовать гелевый материал в специальной лампе. Если на подушечке штампа у вас осталась гель-краска, также немного ее прихватите при помощи фонарика и затем уже очистите подушку штампа о липкую сторону скотча. Не стоит портить силиконовую подушечку различными агрессивными жидкостями. Для тех, кто привык работать лаками для стемпинга, которые сохнут на воздухе, машинальное движение скребком будет примерно под углом 45 градусов. Но посмотрите, под этим углом скребок просто размазывает гель-краску по пластине. Под минимальным углом даже многократное движение скребком не обеспечит нам четкий отпечаток рисунка. Но стоит установить скребок под углом примерно 80-75 градусов, одним движением убрать лишнее, и теперь уже можно отпечатывать рисунок на штамп. Тут я отпечатаю рисунок перекатом, и вот такой вот результат у меня в итоге получился. Как вы видите, рисунок отпечатался четко, при этом никаких лишних разводов, ничего такого нет. Мало того, теперь я отпечатаю этот же рисунок, но уже шлепком. Просто придавлю штампик к пластине и рисунок отпечатается. Получается, что тут абсолютно не важно, как вы будете работать штампиком. Самое главное, чтобы давление на штампик было равномерным на протяжении всего отпечатывания рисунка. Что касаемо салфетки, она у меня практически всегда за кадром, но на самом деле каждый раз, когда я удаляю скребком лишнее с пластины, тут же салфетку все это лишнее стираю со скребка. У меня на столе силиконовый коврик, поэтому я не боюсь его запачкать. Если у вас стол ничем не защищен, то салфетку можно постелить и под пластину. Так ваше рабочее место всегда будет в порядке. И салфетку можно будет потом просто выкинуть. Думаю, вам всем известна техника стемпинг-градиент. Это когда стемпинг-рисунок с пластины мы отпечатываем 2, а то и 3 цветами. В данном случае я использую 2 цвета гель-красок для стемпинга. Также распределяю силиконовой кисточкой и после каждого цвета очищаю силиконовую кисть опять-таки о салфетку. Возможно, сейчас кто-то спросит, с чего это вдруг я решила показать эту технику именно в этом видео. Все дело в том, что тут скребком мы работаем именно под разными углами. Для начала нам нужно смешать эти 2 цвета на пластине, поэтому угол скребка здесь минимальный. Торопиться тут не нужно, мы смешиваем 2 цвета,
до тех пор, пока нам не будет нравиться переход с одного цвета в другой. А вот уже последнее движение скребком должно быть уже под большим углом, примерно 80, ну там 75 градусов. И только после этого, когда мы действительно удалили с пластины лишнюю гель-краску, можно отпечатывать рисунок на штамп. Ну а дальше вы уже все знаете. Слегка прихватили рисунок на штампе, отпечатали на типс или ноготок и полностью заполимеризовали гелевый материал в специальных лампах, ну либо специальным UV-фонариком, и можно перекрывать дизайн. Примечательно то, что дизайны, которые были сделаны, ну стемпинг-дизайны, которые были сделаны при помощи гелевых материалов, не нужно как-то специально закреплять. Можно сразу перекрывать тем топом, который вам нужен или который вам больше нравится. Так как это гелевые материалы, не органика, соответственно, никакого конфликта материалов возникнуть не должно. Дальше покажу вам, как работать гель-клеем для фольги. Но на самом деле вместо этих материалов можно взять гель-базу, либо гель-топы, но опять-таки не жидкой консистенции. Изначально мы, как обычно, распределяем гелевый материал по пластине, именно на тот рисунок, который мы хотим отпечатать. В данном случае я это делаю кисточкой из флакона, так как не вижу смысла брать какой-то сторонний инструмент. Теперь скребком, опять-таки под правильным углом, удаляю лишнее с пластины. На этом этапе не нужно торопиться и прям бегом отпечатывать рисунок с пластины на штамп. Нам в одну руку нужно взять штампик, а в другую руку фонарик. И вот как только вы отпечатали рисунок с пластины на штамп, тут же фиксируем его фонариком. Специальная хорошая гель-краска для стемпинга не скатывается на штампе, а вот другие гелевые материалы вполне возможно будут именно скатываться на штампе. Поэтому мы сразу же, как только отпечатали рисунок на штамп, тут же его фиксируем при помощи фонарика. Кстати, если ваша гель-краска для стемпинга жидкая по консистенции, у вас также может возникать такая ситуация. Поэтому после отпечатывания с пластины на силиконовую подушечку просто сразу же фиксируйте рисунок фонариком. Гель-клей для фольги прозрачный, после полимеризации у него очень хороший липкий слой, на который можно отпечатывать фольгу, пигменты, втирки, в общем, все к нему хорошо прилипает. При этом тут также не нужно никак абсолютно подготавливать типс, отпечатывать стемпинг-рисунок можно на любую поверхность. Липкий слой нам тут также не нужен. Лучше даже немного обезжирить поверхность для того, чтобы пигмент либо втирки не отпечатывались туда, куда вам это не нужно. У меня два клея для фольги от разных торговых марок, и оба они подходят для стемпинга. Единственное, стоит помнить, что одни прозрачные, а, скажем так, вот для втирок, например, нам нужна черная подложка, для пигментов белая подложка. Поэтому эти гель-клеи можно немножко, скажем так, прямо на пластине для стемпинга смешать с белым либо черным гель-лаком. По пластине я распределила гель-клей для фольги, затем расставила просто где попало такие мазки белым гель-лаком, и теперь просто прям на пластине смешиваю гель-клей и гель-лак между собой при помощи скребка. Напомню, что смешиваем материалы мы под углом 45 градусов и меньше, а вот уже последнее движение скребком под углом 80-75 градусов. Отпечатываем рисунок на штамп и тут же фиксируем его при помощи UV-фонарика. Тут уже рисунок не прозрачный, его хорошо видно. При помощи силиконовой палочки удаляю лишнее, все, что не нужно, и можно отпечатывать рисунок. Ну вот я в данном случае буду отпечатывать на типс. Как вы понимаете, белую подложку я сделала для неоновых пигментов, и теперь абсолютно не важно, каким у меня будет фон, пускай даже черным, все равно неоновые пигменты будут хорошо видны.
Таким образом, имея прозрачную основу в виде гель-клея для фольги, прямо на пластине для стемпинга вы можете добавить несколько капель цветного гель-лака, такого, который вам нужен, и уже полученный стемпинг-рисунок у вас будет того цвета, который вам необходим. Пока вы наблюдаете за процессом, мне хотелось бы кое-что уточнить. Да, действительно, стемпинг можно отпечатывать различными гелевыми материалами. Гель-красками, гель-лаками, гель-клеем для фольги, вот даже, гель-базами, гель-топами. Но, конечно, безусловно, комфортно работать именно со специальными материалами. Именно специализированными гель-красками для стемпинга, потому что там много пигмента и потому что, соответственно, у них правильная консистенция, если это хорошие гель-краски для стемпинга. Но я прекрасно понимаю девочек, у которых полки ломятся от материалов, но имейте в виду, что имея несколько базовых цветов гель-красок для стемпинга, вы всегда сможете замешать тот цвет, который вам нужен. И это, на мой взгляд, большой плюс именно гелевых материалов. Ну и в завершение я решила показать вам, как можно отпечатать стемпинг-рисунок при помощи обычных гель-лаков. Конечно же, обычные гель-лаки по пигментации очень сильно уступают гель-краскам для стемпинга, но тем не менее. Тут все я делаю точно так же. Скребком убрала лишнее, на штампик отпечатываю рисунок, тут же его прихватываю при помощи фонарика. Но вот вы сейчас посмотрите результат. Дело в том, что, как правило, гель-краски, они по консистенции жидкие. И как быстро бы вы не старались зафиксировать рисунок, все равно гель-лак скатается на прозрачном силиконовом штампике. Вот поэтому я всегда говорю, каким бы вы материалом ни работали в стемпинге, помимо пигментации, тут также важна и консистенция. С более густыми по консистенции гель-лаками такая ситуация не возникнет. Просто я решила взять такой жидкий гель-лак, чтобы показать вам, как в принципе можно с ним сработаться. Для этого нам просто нужно взять не глянцевый прозрачный штампик, а какой-нибудь забафленный, то есть тот штампик, по которому вы слегка проходились бафиком. По забафленной поверхности гель-лак не будет так быстро скатываться, соответственно, у вас будет достаточно времени для того, чтобы зафиксировать рисунок на штампе при помощи ОФ-фонарика. Мне, как вы знаете, больше нравится работать именно прозрачными штампиками, но как вариант решила также показать. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их, и я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня в комментариях плюсиком, смайликом или сердечком. Я вам буду очень признательна. Ну и по традиции, как всегда, я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!